Привет! Представляю вашему вниманию веб-камеру безымянную, которая может снимать в 2К. Да, вы не ослышались, так заявляет производитель. По сути, это полноценная Full HD камера с автофокусом, со встроенным микрофоном, удобным крепежом. Вот такая вот безымянная упаковка, на которой просто указана веб-камера Full HD. Здесь перечисленные, где можно использовать эту камеру для стримов, для разных ведений консультаций и каких-то конференций. Сегодня мы проверим ее тоже по всем параметрам и сделаем определенные выводы. У нее всего один USB. Давайте достанем из упаковки. Вот так она запакована. Внутри имеется камера. И здесь находится инструкция. Ну, как инструкция? Тяжело даже назвать эту инструкцию инструкцией, но тем не менее есть. И может работать с Android. Об этом здесь свидетельствует. Начиная от версии 4.0. Я проверял ее на приставке, подключал ее к ТВ-приставке, и вся картинка с нее без проблем сразу подтягивается, без всяких дополнительных танцев с бубнами. Вот так эта камера выглядит. И внутри здесь глазок, здесь два отверстия слева и справа, но микрофон находится только здесь. То есть с этой стороны у нас пусто. Возможно, планировалось это конструкция с двумя отверстиями, чтобы здесь установить стереомикрофон. У нас здесь длинный шнур, около 1,20 м, если не ошибаюсь. Крепежная система так построена, чтобы не только установить на стол вот в таком вот состоянии, но и чтобы можно было закрепить на крышке монитора ноутбука или же на самом мониторе. Эта часть у нас регулируется, поэтому нужную толщину вы сможете подобрать сами. Здесь она упирается, и регулировка идет вверх или вниз. Мы уже делали обзор на одну из веб-камер, и там головка камеры от бренда Xiaomi, обзор на нее можно посмотреть здесь в подсказках. Там она еще и вращалась на шарнире влево или вправо. Это удобно, когда у вас не совсем ровно стоит монитор, есть какой-то угол наклона, то тогда можно еще и по бокам отрегулировать, не только вверх или вниз. Итак, давайте сделаем простое подключение. Plug and Play подключение через USB, без всякого дополнительного отдельного под микрофон штекера. Просто подключаем. Покупал я эту камеру под заказ вот в этом магазине по этой ссылочке, которая находится в описании под видео. Обратите внимание, что здесь цена от $6,5 до $16 10 центов. Так вот, наша камера как раз и стоит $16.10. Почему? Потому что самый дешевый вариант это у нас 480, причем тут почему-то подмечено, что она с автофокусом. Следующий вариант 720, также с автофокусом. 1080 тоже с автофокусом и 2К. Но мы сейчас проверим, действительно ли 2К, отдельно запишем видео на компьютере и посмотрим, что она умеет. Будьте внимательны, так как версия самая дешевая имеет не USB вход для видео и аудио, и помимо USB идет отдельный штекер для микрофона. Если у вас его просто-напросто нет или он уже чем-то занят, то тогда будет проблематично. Это вариант к версии 480, но и там разрешение ужасное. Это у нас не последний обзор на камеру, поэтому обязательно подпишитесь и не пропустите новые видео на канале. Но еще не прощаемся, сейчас будем тестировать именно разрешение. Я запустил программу под названием SplitCam, и здесь мы можем добавить камеру. Перед нами высвечивается 3 мои сейчас камеры. Вот эта камера, вот она. Это номер 1, по сути, это наша из обзора. На камере номер 2 это камера на ноутбуке, а это экшн камера, которой я пользуюсь в повседневной жизни. Разница чувствуется, то есть кажется, по мере от последней до первой картинка засвечена, то есть у камеры очень чувствительно. Но давайте кое-что покажу вам. Смотрите, например, вот здесь в моей экшн камере максимальное разрешение 1600 на 1200 и кадры здесь 30. У ноутбука максималочка 1280-720 и кадров здесь 30. А здесь действительно 2К и кадров здесь 60. Ставим 60 кадров, выставляем 2К и нажимаем, выбираем эту камеру. Происходит настройка. Теперь мы можем здесь регулировать даже автофокус. Выбираем
настройки, управление камерой. И вот здесь есть графа управление фокусом. Смотрите, я могу поднастроить, чтобы камера... Видите, что происходит? Вот так вот сделаем. Вот. Я как бы размытый, да, вот это главная цель. А теперь хочу на себе. А теперь автомат включаю. И на автомате здесь регулируется. Вот есть компенсация низкой освещенности. Тоже этот пункт отключаем. И камера, по сути, вот в обычном своем режиме вот так работает. Давайте сделаем тестовую запись. Ну что ж, тестируем запись. Сейчас записывается, можно сказать, что в 2К. И после проверки всех этих параметров мы зайдем в свойства и посмотрим, насколько точны заявленные параметры. Останавливаем запись и смотрим свойства. Свойства заявленной программы соответствуют, но вот в раскадровке что-то пошло не так. То есть 2560 на 1440. Скорость передачи данных в килобитах в секунду. Общая скорость потока, но 30 кадров, не 60, как можно было бы выбрать. Возможно, больше не тянет, но как есть. Вот, показал вам, чтобы вы понимали. Ну и вот у нас есть прекрасная возможность сейчас протестировать. Это Богдан, знакомьтесь, владелец этой камеры, кому мы ее отправили после обзора. И так уж вышло, что после технический сбой был, я не смог сделать собственные тесты. И спасибо тебе, Богдан, и твоей супруге Оксанке, что согласились протестировать. Расскажи, заодно пока зрители будут наблюдать за видео этой камеры, будут оценивать, слыша тебя, ее микрофон, потому что сейчас через Zoom используется и видео, и звук от нее. Что ты скажешь? Ты уже пользуешься, по-моему, больше полгода, если я не ошибаюсь. Да, приблизительно так, с полгода. В принципе довольны. Вот. По сравнению с обычной камерой, которая у меня на ноутбуке, то земля и небо, можно сказать. Меня хорошо видно, меня хорошо слышно. По крайней мере, друзья ничего против не имели, говорили, что хорошо, что поменял. Вот. Бывают некоторые моменты касательно видео, то, что фокус играет. В принципе, это такое не критично, но... Я немножко поделюсь. Ты до того, как мы включили запись, мне поделился об этом, поэтому я хочу попросить тебя показать, что происходит, если у тебя расфокусировка, и камера делает тебя мутным, и ты понимаешь, что она как бы подглючила. Что ты делаешь? Покажи. Простой, беру обычный любой палец и вот так вот закрываю камеру. Объектив? Да, для того, чтобы фокус опять сыграл, и потом он в нормальный вид. Зачастую это бывает, когда вот меня вообще в мутное состояние фокус переключает, меня не видно, и он играет то в мутное, то в нормальное состояние. Да, я пальцем тыкнул, и все. Поэтому получается, с одной стороны, автофокус хорошо, но с другой стороны, может быть, было бы и лучше, если бы его не было. Возможно. Спасибо тебе большое. Если ты еще что-то хочешь сказать, говори. Возможно, это особенности ноутбука и камеры, что они как-то... Не, ноутбук никак. Тут камера сама по себе, она просто получает питание и играется. Спасибо тебе за отзыв. Надеюсь, он поможет и другим. Как всегда, все честно, тем более не заставлял ничего говорить или не договаривать. Говорю, Богдан, говори как есть. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Надеюсь, вы оцените наши труды лайком. Ссылка в описании. До встречи в новых видеопроектах.